Я, наверное, реально жил ради этого. Решение Кировского районного суда отменить. Дух России чувствуется. Курить вредно. Ну, приятно. Я еще секундочку хотел поблагодарить всех, кто пришел сегодня и приходил предыдущие 2 раза и из Ярославля, и из других городов. Вот молодой человек приехал из Кургана даже специально. Примерно в конце октября, числах, наверное, 25-х, я увидел медиазоновские ролики, первую серию. Кровосток в суде. Кировский суд, прокурор Кировского района, ООО Ярнет Черняк. Зал номер 1, первый этаж. Но результат не предсказывает. И вторую серию суда. Без 15. Без 20, видишь, Ну, очень, что? очень спокойно. Еще Все очень хорошо, мило. Антон Черняк, также известный как Шило, вокалист группы «Кровосток». А вы кто группа? Я член группы. К самому зданию суда я приехал в 7 часов, по ярославльскому времени, то есть тогда еще темно было. Фанаты группы пока что не начинали скапливаться около здания суда. Я, получается, 3 часа прождал. Вообще хочется обратно. С ними зашли в здание суда, то есть нас обшмонали, вот это вот все железное бросили, потом забрали, сумки в сдали. Я попросил у него, у Антона, автограф. На телефончик? Да. Спасибо большое. Нет. Жизнь — это вам не радость в сердце и не алый закат перед глазами. Жизнь — это вонь из берцев и грязь за неделю под моими ногтями. Суд проходил таким, знаете, следующим образом. Прокурор назвала судье песни, преимущественно, кстати, с альбома «Гантеля» 2008 года, и начала говорить, что в каждой из этих песен пропагандируются наркотики, беспорядочные половые связи, убийства. Такой вот бред несла, в общем. И получается, адвокат группы «Кровосток», который, кстати, вообще затащил на самом деле. Респект адвокату, хороший дядька. Он говорил, что он толковал, точнее, прокурору, потому что прокурор она вообще не вдупляла, что происходит. Что в этих песнях нет такого подтекста и пропаганда. Пропаганды нету, есть повествование. Я прошу повторно обязать прокурора уточнить основание существа своих требований, ходатайство в письменном виде. Пока у меня все, уважаемый. Хорошо. Ответчики, вы поддерживаете заявленное ходатайство? Хотелось бы, конечно, сказать, что все это было бы абсолютно невозможно, как-то нереально, и все было бы по-другому, если бы не наш замечательный адвокат Дамир Гайнудинов и, собственно, зона права, гора и так далее. Решение Кировского районного суда города Ярославля 14 июля 2015 года отменить. Конкретного плана Б у меня нет, он мне не нужен. План Б универсальный, адреналин, космое оружие. Но мне кажется, это все из-за подсосок Путина, которые все ПСКНщики, все вот это. Судья, кстати, достаточно такой прикольно выдал. Прокурор такая говорит, песни Гантеля, вот так вот пропагандируется насилие, все такое. Прокурор, точнее, судья говорит, так в песне Гантеля всех убили.
Там просто смехом на весь зал суда поднялся. Судья прекрасный. Да, судя с самого начала вот они дико милые. Этот просто до меня дико удивил, вот дяденька. Всех убили. Вы что, вообще не в курсе тогда? Что там вообще было? Вам бы, ребят, если предложили на выбор какие-нибудь песни запретить, одну-две, вот, чтобы сойтись на компромиссе, вы бы что запретили? Хороший вопрос, я такая. У нас просто есть ряд треков, которые мы Может быть, надоели исполняем какие-то? на концертах, в принципе. Вот какой-то из них, наверное, скорее всего. Какой самый надоевший? Сложно сказать. Больше Я бы вот 40. скорее выбирал из тех, которые мы все равно не исполняем, ну, как бы, которые не могут появиться в концертной программе. Получается, суд прошел. Судья говорит, группа Кровосток невиновна, все, можно слушать. Но это я своими словами, конечно. Самое главное то, что Фантомас мне предложил съездить на концерт 13 числа. Я вообще этого не ожидал. Он на самом деле, как только Кровосток в полном составе узнал, что я из Кургана, то, что я на кредит приехал туда специально, чтобы с ними повидаться, они сначала Фантомас посоветовался и решил мне футболку подарить. А потом, получается, в первом перерыве я выбежал в туалет, сделал там все дела, и в туалет зашел Фантомас 2000, говорит: браток, хочешь на концерт? Я говорю, конечно, как я могу не хотеть на концерт Кровостока? Он говорит, пожалуйста, приходи завтра. Я говорю, извини, пожалуйста, денег, не смогу прийти, что денег на дорогу нет. Он говорит, не беда, браток, вот, держи. Но потом вспомнил, что в Москве-то мне негде ночевать, вот. На втором перерыве мы вышли на перекур с группой. Фантомас говорит Антону, вот, чувака позвал на наш концерт, дал денег на дорогу, все такое, но ночевать ему негде. И тут в разговор вступил Вадим Дергачев, получается, он говорит, слушай, давай тогда у меня переночуешь. Забавная ситуация. После того, как мы, получается, посидели в Дудке бар в Ярославле, отметили победу группы в суде, мы пошли на вокзал. Че, она не будет спать, если не будет спать, если ее не будут я думаю. Там мне взяли билет, получается, и ехал я в одном поезде как раз таки сюда, в Москву, с полным составом группы, Петром Верзиловым и СМИ Медиазона. То есть тоже в полном составе. И тогда я вообще не вкурил, на самом деле, что это Петр Верзилов, то есть настоящий муж Толоконникова из Пусирая. Я говорю, ты, кстати, на Роберта Паттисона похож, который в «Сумерках» играл. Паттисон, да. Ну что ты раскрываешь тайные заработки человека? Не надо. Ну да. Похож, просто похож. А это я понял только, когда уже все, приехал на квартиру к Вадиму, и он мне рассказал, собственно, кто это. Надо резво начинать забывать назад. Любой ценой забывать это все. Память есть то сучье место, где находится ад. Диснейленд в Освенциме на тонком льду. Наступило 13 ноября. Я первую ночь в Москве. Я на самом деле первый раз вот тогда именно приехал в Москву, то есть после суда с группой Кровосток. Ну все, пойдем. В Кургане таких пазиков много на самом деле, но думаю в Москве больше. Но по сравнению с тем, конечно, какие автобусы в Москве, то есть я посмотрел вот эти вот мини-метро, которые поверху ездят, знаете, как в Токио. Автобусы, у которых там телевизор внутри, можно мультики смотреть. Мы снимаем фильм про группу Кровосток, получается. Кровосток? Круто. Вы знаете группу Кровосток? Конечно, да. Ой, респект. Вообще, да. Классно. Молодцы. На чем остановились? На чем остановились? Да. До клуба идем, где сегодня будет выступление группы Кровосток. И Нас любезно пригласили сами участники группы, за что им? Кровосток? Сами Кровосток, да? Ничего себе. Пятница 13-е, все-таки мы идем на концерт Кровостока. Ну, символично, я считаю. Вот так.
А, Болотная набережная, значит, Red Club где-то рядом. Привет. 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 Здрасте всем. Здорово. Виделись сюда нет? Ну да. Приехать первый раз в Москву, первый раз видишь Москву, приехать с такой компанией, как Петр Верзилов, СМИ Медиазона и полным составом группы Кровосток в Москву, и еще знать, что завтра ты идешь на их концерт, ой, не знаю, это просто космос на самом деле, это вышка. Спасибо. А что, гад, лимонный фанта и что? Лимонный или апельсиновый сок на выбор. Это? Выбираешь фанту, получаешь... Выбираешь апельсиновый сок, Вон, получаешь два фанту. лимонные. Спрайт. Окей. Западну, что ты плакал. Заплаканный такой. Стесняюсь слез. Просто такой эмоциональный. Мужчины стесняются слез. Добрый вечер, столица. Рада видеть вас всех сегодня вечером. Спасибо, что пришли. Думай позитивно, стакан всегда наполовину полон, всегда. Думай позитивно. Думай позитивно, стакан всегда наполовину полон, всегда. Чувствую хорошее, плохое не существует. Между нет и да, выбор только да. Верь лучше. Жизнь это танец под присмотром чуткого Бога. Повторяй эту чаще, повторяй, даже если звучит буквально. Концерт прошел очень энергично, очень ярко. Запомнилось, как на песне «Куртец» на сцену выскочил православный активист. Начал что-то орать Антону, потом подбежали два охранника, схватили его, тот начал по полу валяться. После этих приветствий начался мрачный замес. Но не будем выносить, главное все Сам мрачный замес, вот там охранники мутузливые, это невероятно. Сюрприз пробит как кино, чуть повыше сердца. И до сих пор вся подкладка капает в черной крови. На в кармане на дне, как просто перца. В итоге он вот так вот прокатался по полу до самого Фантомаса 2000, то есть диджея группы. Мы вас вот три охранника, минуты две не могли вообще унять. Но он идеально лег в... Ну вот если бы он коты не схватил за ногу, вообще все Да, было бы окей. но он идеально лег под текст. Да, это есть. Про замес, у тебя Ну, получается, я живу в Курганской области, то есть село Китово, то есть вообще в деревне. Как знаете, в песнях Кровостока города это страшнее только деревни. Чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви. Вот так.
страшнее только деревни. Чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви. Города это пи***, страшнее только деревни. Чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви. Кровосток из Москвы. Очень порадовали фоны задники, бэкстейджи, вот эти вот, где кроваво-красными буквами на фоне такого пиксельного космоса было написано «Кровосток» таким полугреческим шрифтом, угловатым. Вообще, на каждом выступлении группы «Кровосток», где есть вот такой вот, ну, как бы экран, задники всегда очень крутые, то есть я смотрел на это. Спасибо, Москва! И последнее, что я хотел сказать, не имеющее отношения к нашему концерту, коротко: свободу Петру Павленскому. Спасибо. На самом деле сейчас в последнее время это очень актуальная дверь. Будем откровенны. Ну прикольно, прикольно. Сделал мужик то, о чем мечтали миллионы, наверное. Уважаю. Вот, например, у какого-нибудь среднестатистического, какого-нибудь там Васюни, который работает по 30 лет на заводе, пьет водку, вечерами бьет жену, у него, конечно же, на такие акции, на такие громкие акции просто-напросто яиц не хватит. А у вот таких ребят, как Пусирает, Петр Павленский и Петр Верзилов, у них хватает. За что им очень большое уважение. Паспорт весь смялся. Вагон 13. Вагон 13. Место 44. Пошли. Пойдем. Пойдем. А мне можно внутрь зайти, да? Провожающий, можно зайти? Идем. Через 5 минут мы двигаем в сторону моей дыры под названием Курган, дыры, в которой я живу. По сравнению с Москвой, конечно, то еще захолустье. Аж слезы наворачиваются.